Если вы не знаете, куда поехать на майские праздники, то посмотрите этот ролик. Новая трасса Москва-Казань открыта еще не полностью, но сильно сокращает время поездки. Город Владимир имеет богатую историю, которая началась еще в XII веке, когда его основал князь Владимир Мономах. С тех пор Владимир стал одним из важнейших городов средневековой России и в наши дни сохраняет множество памятников архитектуры и истории. Это место с богатой историей, культурой и рекреацией, входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России». В городе много галерей и палаток с товарами ручной работы. Здесь вы можете купить в качестве сувенира картины, платки, посуду и многие другие изделия, вдохновленные старинными художественными промыслами Владимирской области. Золотые ворота – памятник древнерусской архитектуры, входит в наследие ЮНЕСКО, построенный в 1164 году при Владимирском князе Андрее Боголюбском, который перенес столицу княжества из Суздаля во Владимир. Золотые ворота использовались как оборонительное сооружение и как триумфальная арка. Музей хрусталя и стекла располагается в здании бывшей Троицкой старообрядческой церкви. Экспозиция музея не очень обширна, но позволяет представить историю стекольного производства во Владимирской области. Водонапорная башня – памятник инженерно-технической и промышленной архитектуры регионального значения. Ныне музей Старый Владимир. Здание было построено в 1912 году и утратило утилитарную функцию к 50-м годам. На Спасском холме расположен живописный ансамбль храмов Спасского и Никольского. На этом месте находился двор князя Андрея Боголюбского с белокаменной церковью Спаса. Она была построена в 1164 году. По материалам раскопок она напоминала возведенную годом позже церковь Покрова на Нерли и просуществовала до страшного пожара 1778 года. В конце XVIII века была возведена ныне существующая Спасская церковь. Новая достопримечательность города – пешеходная улица Георгиевская. Она соединена с площадкой Спасского холма и образует с Георгиевской единую прогулочную зону. Владимирский Арбат организовали в 2015 году. На 300 метрах пешеходной зоны встречается немало любопытных мест. Старинные здания XIX века органично сочетаются с новыми формами городской арт-культуры. Улица получила свое название по Георгиевской церкви, построенной в конце XVIII века. Владимирский Арбат может похвастаться большим наличием сувениров и антиквариата. Здесь можно купить монеты, значки, вязаные куклы и многое другое. Ну а наш ребенок был счастлив получить синий трактор ручной работы. В холодном пределе Георгиевской церкви располагаются древние усыпальницы, где погребены мать Александра Невского и его брат Федор. Храм в честь князей Владимирских построен к 800-летию города на месте разрушенной Пятницкой церкви. Как и любой туристический город, Владимир может похвастаться кухней на любой вкус и кошелек. Нам приглянулся ресторан Blackwood, который можно смело рекомендовать. Очень вкусная кухня и приятное обслуживание. Интерьер ресторана создавался руками хозяина, и многие предметы обстановки привезены им из поездок по разным странам. Богородица-Рождественский монастырь – одна из древнейших обителей русской земли, которая в свое время стала свидетелем многих событий: периода расцвета, нашествия татаро-монгол, жестокие междоусобные войны и кончина великого князя Александра Невского. В стенах монастыря творилась и хранилась лаврентьевская летопись. Долгое время этот монастырь являлся важным духовным центром Северо-Востока.
Исторический музей знакомит посетителей с историей края с древнейших времен до событий начала 20 века. Двухэтажное здание музея с высокой четырехскатной кровлей выполнено из красного кирпича. Здание музея было построено в начале 20 века, и уже более 100 лет здесь размещается Владимирский исторический музей. Дмитриевский собор – не действующий православный храм во Владимире, возведенный Всеволодом Большое Гнездо на княжеском дворе и освященный в честь Дмитрия Солонского. Является каноническим примером крестово-купольного белокаменного храма Владимира Суздальской архитектурной школы. Знаменит своей белокаменной резьбой, входит в список объектов всемирного наследия. Над возведением храма работали греческие, немецкие, итальянские архитекторы, но основную работу выполняли русские зодчие. Построен в эпоху наивысшего могущества и расцвета Великого Владимирского княжества. На данный момент собор является музеем. В состав экспозиции входит 4-метровый купольный крест с просечным орнаментом, снятый с главы собора и замененный в 2002 году новоделом, а также икона Дмитрия Солунского и мощевик, перенесенный в храм в 1197 году, впоследствии попавший в Москву и вернувшийся обратно в собор из столичных музеев в копиях. В числе экспонатов представлено также надгробие первого владимирского губернатора графа Романа Воронцова. Подняв голову, можно увидеть фрагменты росписей XII века. Надо отметить, что росписи вновь предстали перед зрителями. Они были закрыты 30 лет. Во Владимире мы побывали на 4 смотровых площадках. Нашему взору предстали вот такие широкие просторы. Внизу протекает река Клязьма, виднеется железная дорога, а вдали пестрят жилые кварталы. Успенский собор – выдающийся памятник русского зодчества XII века. Исторически до возвышения Москвы был главным храмом Владимира-Суздальской Руси. В нем венчались на великое княжение Владимирские и московские князья. Собор послужил образцом для ряда более поздних соборов, в том числе Успенского собора Московского Кремля. В настоящее время находится в совместном ведении Русской Православной Церкви и Владимира-Суздальского музея-заповедника. Пушкинский парк ведет свою историю с начала XVIII века. Изначально считался бульваром, название сменилось после Великой Отечественной войны, а сейчас ему вернули историческое название Пушкинский бульвар. Парк пользуется большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Прогулка по тенистым аллеям с хорошим видом должна вам понравиться. А вы были во Владимире? Напишите в комментариях. Ну а наша прогулка подошла к концу. Спасибо за просмотр.